Добрый день, дорогие друзья! Задумывались ли вы когда-то над тем, сколько прекраснейших советских кассетных магнитофонов мы с вами в свое время не увидели и никогда уже, к сожалению, не увидим? И именно этим интереснейшим экземплярам, так и не вошедшим в серийное производство, и посвящен сегодняшний выпуск. Так что жмем кнопку подписаться на канал, чтобы ни в коем случае не забыть это сделать, и вкратце с вами пройдемся по интересным моделям, так и не вышедшим в серийное производство. Амфитон MP103S. Стереофонический двухкассетный магнитофон-приставка, опытно выпущен в 1986 году Ульяновским механическим заводом. К сожалению, дальше опытного образца производство данного магнитофона так и не стартовало. Амфитон 201S. Магнитофон-приставка, который с 1983 года выпускался Львовским ЛПО имени Ленина. Предназначен для работы в составе радиокомплекса Амфитон 101 стерео. Всего за всю историю существования было выпущено около 300 аппаратов. В торговую сеть данный магнитофон-приставка так и не поступал и был реализован через магазины «Юный техник». Arctur MP005 стерео. Данная магнитофон-приставка была подготовлена к выпуску в первом квартале 1987 года Бердским радиозаводом. Изначально предполагалось выпускать данную магнитофон-приставку в составе радиокомплекса Arctur 005 стерео, который был разработан этим же заводом в 1984 году. Но, к сожалению, в серийное производство из вышеупомянутого комплекса пошли только электрофон и усилитель. Орбита MP103S была подготовлена к выпуску в 1982 году ростовским заводом «Электроаппарат». В магнитофоне приставки применялись электронное управление лентопротяжным механизмом, электронный счетчик расхода ленты, устройство память. К сожалению, в серийное производство так и не выпущено. Радиотехника MP7307. Данный стереофонический кассетный магнитофон-приставка был подготовлен к выпуску в 1991 году Рижским производственным объединением радиотехника. В серийное производство данная модель не попала. Estonia 110 стерео. Магнитофон-приставка подготовлен к выпуску в начале 1987 года Таллинским производственным объединением Punane Red. Магнитофон-приставка входил в стереокомплекс Estonia 010 стерео, но мог работать и в составе другой бытовой аппаратуры. Estonia MP210 стерео. Магнитофон-приставка была разработана и подготовлена к выпуску в 1987 году конструкторским бюро Таллинского завода. В серийное производство данный магнитофон так и не вышел. Было выпущено всего несколько экземпляров в качестве опытных образцов. Электроника 206 стерео. Кассетный магнитофон-приставка разработан в 1985 году. Помимо основных функций записи и воспроизведения, магнитофон должен был обеспечивать электронный счет расхода ленты с использованием устройства памяти, возможность проводного дистанционного управления основными режимами магнитофона, светодиодную индикацию включения в сеть и режимов работы, люминесцентную индикацию типа ленты, включение микрофона, системы шумопонижения, автостопа, режимов память, запись работы по программам. В производство магнитофон запущен не был, а на его основе создан магнитофон-приставка Электроника 204 стерео. Vega TM122S. Опытно выпускалось данное устройство Бердским производственным объединением Vega с 1995 года. Устройство содержало в себе магнитофонную деку и ЧМ-приемник с автоматическим выбором системы вещания. Романтика 221 стерео. Магнитофон-приставка была подготовлена к выпуску Харьковским приборостроительным заводом имени Шевченко. Создан на базе модели Романтика 220 стерео, данный магнитофон планировалось выпускать в двух вариантах оформления. Были изготовлены опытные образцы, но дальше этого производства так и не пошло. Романтика MP224S.
Кассетный магнитофон-приставка, который был подготовлен в 1988 году к выпуску Харьковским заводом Шевченко. Этот вариант магнитофона-приставки так и не был поставлен на конвейер, а вместо него под таким же наименованием с 1989 года выпускалась более улучшенная и усовершенствованная версия магнитофона-приставки. Вильма 100 стерео. Данный магнитофон-приставка был разработан и опытно выпускался с 1985 года Вильнюсским ПСЗ «Вильма». Управление данным магнитофоном производило полноценная микро-ЭВМ, которая обеспечивала программируемое воспроизведение фрагментов фонограмм и счет времени, измерение расхода магнитной ленты с помощью электронного счетчика, включение и выключение магнитофона приставки в заданное вами время на запись или воспроизведение, автопоиск произведений по счетчику. Кроме того, данная модель магнитофона приставки имела пульт управления на инфракрасных лучах. Вильма 106 стерео. Стационарный стереофонический кассетный магнитофон-приставка, который был разработан и подготовлен к выпуску в начале 1986 года. Наряду с данным магнитофоном-приставкой к выпуску был подготовлен и полноценный магнитофон Вильма 106М стерео со встроенным усилителем мощности номинальной выходной мощностью 10 Вт на каждый канал. К сожалению, ни один, ни второй аппарат в серийное производство поданы не были. Комета М230 стерео. Данный стереофонический кассетный магнитофон был подготовлен к выпуску в 1989 году Новосибирским заводом Точмаш. К сожалению, серийное производство данной модели так и не стартовало. И завершает наш сегодняшний выпуск специальный кассетный магнитофон высшего класса Весна стерео, который был разработан ориентировочно в 1985 году Запорожским производственным объединением «Искра» и предназначался для работы в космосе. На сегодняшний день известных аналогов данный магнитофон не имеет. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, сегодняшний выпуск был для вас интересен и однозначно вам понравился. Если это так, поблагодарите мой канал лайками и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много всего интересного. Хороших вам дней!